Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Как вы знаете, в начале этой недели был с поездкой в Курской области, и с волонтерами встречался, и с главами муниципалитетов, с руководством региона. И в ходе прямого разговора мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий. И от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники. Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки. При этом есть и общие темы, волнующие граждан. Хотел бы еще раз обратить на них ваше внимание. Это, конечно же, восстановление жилья, социальных, транспортных объектов. Это выплата компенсации за утраченное имущество. Это поддержка переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье. Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей – это разминирование территории, где шли боевые действия. Ликвидация не разорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, и о Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам. Причем цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения. Мирные объекты, дома, людей. И события сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано. При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности. Восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру. Устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий. Поддержать предпринимателей и их коллективы. В этой связи поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами. Задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации. К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, Министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения, других ведомств. Естественно, здесь крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти, федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов. При этом прошу быть в постоянном контакте с волонтерскими, общественными организациями. Опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов, оперативно откликаясь на их запросы и проблемы. В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много. На встрече с главами муниципалитетов
Мы все это подробно обсуждали. Сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу, чтобы эти детали были учтены в программе восстановления. Давайте перейдем к повестке сегодняшнего нашего заседания. И первым прошу взять Куренкова Александра Вячеславовича слово с ситуацией по лесным пожарам. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, с начала года на территории Российской Федерации возникло почти 2500 очагов лесных пожаров, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Однако площадь пожаров составляет около 2 миллионов гектаров, что в 2,5 раза выше значений за аналогичный период 2024 года. Наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае. С начала года в Забайкалье зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на общей площади 1,5 миллиона гектаров. Решение правительственной комиссии обстановка на территории края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Подразделения, действующие на территории региона, были своевременно усилены аэромобильными группировками Амурского спасательного центра, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Сибирской пожарно-спасательной академии. Также в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики на дежурство в Читу перебазированы воздушные суда МЧС России, вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и самолеты Ил-76 и Б-200. На сегодняшний день на территории субъекта действует 39 очагов лесных пожаров на общей площади почти 750 тысяч гектаров, из которых 9 локализованы. В 5-километровой зоне от населенных пунктов действует 8 очагов лесных пожаров, из них 1 локализован. На землях Министерства обороны действует 5 очагов лесных пожаров на площади свыше 14 тысяч гектаров. Взаимодействие с Министерством обороны организовано. В Бурятии с начала года зарегистрировано 207 очагов лесных пожаров на общей площади 170 тысяч гектаров. 28 апреля зафиксирован переход огня на населенный пункт Буй Бучурского района, в котором проживает более 500 человек. От огня пострадало 3 жилых дома, в которых проживало 7 человек. Пожар оперативно локализован и ликвидирован. Пострадавших нет, населенный пункт отстояли. После ухудшения лесопожарной обстановки указом главы республики 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Еще до момента введения режима чрезвычайной ситуации МЧС России была усилена группировка сил. Так, уже с 10 мая на территории Бурятии приступил к работе вертолет Ми-8 с водосливным устройством. На сегодняшний день на территории республики действует 20 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 12 тысяч гектаров. В 5-километровой зоне от населенных пунктов действует 4 лесных пожара на площади почти 2000 гектаров. На землях Министерства обороны действует 2 очага на площади свыше 3000 гектаров. 1 очаг локализован. Уважаемый Владимир Владимирович, с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае и Республике Бурятия огонь от лесных пожаров 65 раз приближался на опасное расстояние к населенным пунктам. Вчера в Читинском районе Забайкальского края был зафиксирован переход ландшафтного пожара на территорию детского лагеря. До ближайшего населенного пункта 4 километра. Отдыхающих в лагере не было, а из персонала на месте находился только сторож, он и вызвал пожарных. От огня пострадало 2 жилых корпуса и 5 хозяйственных построек. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Уважаемый Владимир Владимирович, обстановка на территории данных субъектов находится на особом контроле. Угрозы населенным пунктам нет. Доклад закончил. Александр Александрович Козлов, у вас есть какие-то комментарии по этому вопросу? Да, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, в действительности подтверждаю, 2 района Читинской области, как и ранее докладывались, находятся в тревожной зоне, и они отдают основные площади пожаров по всей стране. Мы мобилизовали группировку 2000 лесных пожарных, сейчас там работают на территории, и обстановка по тому прогнозу Росгидромета, который мы наблюдаем, до конца месяца будет напряженная, особенно ветровая нагрузка. В начале июня должен зайти циклон с Китая, который должен, в принципе, стабилизировать обстановку. Важный вопрос. Мы ввели ЧС, будем, соответственно, сейчас подбивать все цифры расходов, содержание группировки, будем, соответственно, компенсировать Забайкальскому краю. Что очень важно, мы сейчас находимся в пике весеннего пожароопасного сезона. По всем остальным территориям, как Александр Вячеславович сказал, ситуация под контролем, и
возгораний того объема нету, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний. И мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры и, самое главное, добавятся сухие грозы. И начнет разгораться север, а это отдаленные труднодоступные территории. И вот по тому прогнозу, который мы сейчас видим, это у нас граница 3 регионов. Это запад Якутии, северо-восток Красноярского края и север Иркутской области. Там прогнозируется крайне сложная локация. И также в списке потенциальных пожарных рисков у нас Архангельская область, Коми и Центральный и Южный федеральные округа. Мы с регионами на связи, постоянном контроле. Хотел просто на это обратить еще раз внимание. Там требуется определенное внимание и мобилизация во времени. Спасибо, доклад закончен. Мобилизация чего? Нужна какая-то помощь? Нет, Владимир Владимирович, у нас сейчас группировка позволяет реагировать на вызовы. 28 тысяч человек по нашей линии готовых. Просто надо, как говорится, тушить в первые сутки и работать правильно и своевременно. Хорошо. Ну, вы на работу там наладили между своими ведомствами, своими структурами и МЧС? Да, Владимир Владимирович, подтверждаю, у нас единый штаб с Александром Вячеславовичем, вся работа скоординирована и по привлечению авиации, и по перегруппировке сил и средств. Подтверждаю. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Другой очень важный вопрос – это весенне-полевые работы, они тоже на пике находятся. Идут, насколько я понимаю, штатно. Оксана Николаевна, ваши оценки какие? И в этой связи и виды на урожай тоже. Да, спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Прежде всего, кратко доложу об основных итогах растениеводческой отрасли в прошлом году. Несмотря на сложные погодные условия, с которыми сталкивались наши аграрии на протяжении всего сезона, урожай мы собрали порядка 130 миллионов тонн зерновых. Это 5-й результат в истории нашей страны. Были достигнуты безусловные рекорды по масличным культурам, овощам и рису, несмотря на складывающиеся погодные условия. В результате мы не только обеспечили внутренние потребности по всем основным культурам, но и сохранили высокий экспортный потенциал. В настоящее время аграрии закладывают фундамент для продбеза на текущий сезон. Посевная площадь в текущем году у нас увеличится на 1 миллион гектар, должна составить 84 миллиона гектар. Из них 20 миллионов – это наш озимый клин и 56 – это яровые. Планируем в этом году увеличить площади под зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми культурами и, что очень важно, под овощами открытого грунта и картофелем, что позволит увеличить производство этой продукции и приблизиться к уровню самообеспеченности в соответствии с доктриной. На данный момент посевная кампания находится в самой активной фазе. На днях мы перешагнули экватор. Сейчас площадь у нас составляет 37,3 миллиона гектар, которые мы засеяли яровыми. Я отмечу, что из-за малоснежной зимы и ранней весны в этом году аграрии вышли в поля раньше обычного. И в апреле у нас в связи с неблагоприятной погодой в южных и центральных регионах России мы приостанавливали работы. Но сейчас темпы мы набираем, мы уже, в общем-то, опережаем темпы прошлого года. Отдельно остановлюсь на последствиях возвратных заморозков. У нас с вами в прошлом году были возвратные заморозки, в этом году ситуация у нас повторяется. На данный момент у нас введен режим ЧС по заморозкам в 3 регионах. Это Ростовская, Воронежская и Белгородская области. Объем гибели сельхозкультур там пока незначительный. То есть с прошлым годом не сравнить, все существенно меньше. Пострадавшая площадь у нас составляет именно от заморозков порядка 136 тысяч гектар, то есть это тоже в 8 раз меньше, чем было у нас в прошлом году в связи с погодными условиями. На данный момент все, что пострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работы на оставшихся площадях. Должна отметить, что из-за заморозков у нас еще пострадали плодовые наши деревья. Это 5,7 тысяч гектар. В прошлом году у нас пострадало во время заморозков 13,6 тысяч гектар. Но 5,7 это в целом 5% от общей площади по стране. Поэтому здесь риски существенно меньше, чем в прошлом году. Плюс мы в последнее время большими темпами закладывали сады, особенно сады интенсивного и суперинтенсивного типа, и поэтому в этом году надеемся, что дальше, если будет хорошо складываться погода, то мы соберем урожай наших фруктов в большем объеме, чем это было в прошлом году.
В завершении темы погодных рисков подчеркну, что благодаря выстроенному взаимодействию с Росгидрометом сегодня у регионов есть вся оперативная информация для принятия своевременных мер. И в этом году предупреждения о весенних заморозках позволили аграриям провести комплекс упреждающих защитных мероприятий и минимизировать ущерб. Уважаемый Владимир Владимирович, подробнее остановлюсь на вопросах обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами. Что касается семян, 6 миллионов тонн семян зерновых и зернобобовых сейчас у нас заготовлено. И отдельно хочу отметить, что по прошлому году мы очень хорошо продвинулись в использовании семян отечественной селекции, достигли 67,6% по отечественной селекции в использовании семян. В этом году тоже ожидаем увеличения. В ближайшие годы ожидаем достичь показателя 75%, которые установлены у нас доктриной Продбеза. Что касается минеральных удобрений, на сегодняшний день все наши потребности закрыты. 3,1 миллиона тонн в действующем веществе у нас приобретено. Отдельно хочу обратить внимание на цены по минеральным удобрениям. Сейчас они оптимальны. Но при этом, конечно, на наш взгляд Минсельхоза, крайне важно не допустить их повышения, так как это, конечно, может отразиться дальше на цене именно потребительских товаров продовольственных. Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности наших аграриев. Сейчас у нас в наличии 570 тысяч тракторов и комбайнов. При этом ключевым инструментом обновления парка у нас, конечно, является льготный лизинг. По итогам прошлого года наша основная компания «Росагролизинг» на треть увеличила объем поставок современной техники. И в текущем году еще 4 тысячи единиц было приобретено нашими сельхозтоваропроизводителями через «Росагролизинг». Также сохранить темпы модернизации отрасли нам позволит принятое правительством решение о декапитализации Росагролизинга на 4 миллиарда рублей, которые тоже пойдут аграриям на приобретение техники. Добавлю, что буквально вчера компания снизила ставки по этому механизму с 16 до 6-12%. И это, конечно, повысит доступность для сельхозтоваропроизводителей в приобретении техники. Вместе с тем, хотела бы обратить внимание на значительный рост цен на сельхозтехнику. Это остается, наверное, одним из ключевых наших вопросов. За последние 3 года цена на основные виды самоходных машин увеличилась от 40 до 90%. И в связи с этим, конечно, мы видим риск снижения доступности новой техники для сельхозпроизводителей. Несколько слов о ситуации на рынке ГСМ. Для бесперебойного обеспечения сезонных работ с Минэнерго проработаны рекомендуемый объем поставки топлива. Стоимость летнего дизеля стабильна и находится на уровне прошлого года. Совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе. Важнейшее значение для аграриев является финансовое обеспечение. Среди самых востребованных эффективных инструментов это льготное кредитование. В этом году на субсидирование краткосрочных кредитов мы направляем 34 миллиарда рублей, половина из них это сезонно-полевые работы. Также продолжаем развивать агрострахование. В прошлом году очень хорошо себя зарекомендовала эта мера. Смогли получить страховку наши сельхозтоваропроизводители. В этом году выделяем больше объем, на это 7 миллиардов рублей. И рассчитываем, что это позволит увеличить застрахованную площадь до 21% от всех площадей. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение своего доклада хотела подчеркнуть, что для аграриев созданы все необходимые условия для успешного проведения сезонных работ и получения достойных результатов. Спасибо, доклад окончен. Да. Кредитование как идет сельхозработ и сельхозпредприятий? Как я сказала, значит, выделено 34 миллиарда, половина из них на льготку. У нас 2 основных банка, это Россельхозбанк и Сбербанк. Все очень, все гораздо лучше, чем в прошлом году, даже больше объема мы выдаем в текущем году. Никаких жалоб от регионов мы пока не получаем. Если чего-то будет не хватать какому-то региону, мы будем оперативно распределять. Мы не видим пока рисков какого-то недофинансирования. Здесь тематика у нас, благодаря вашему поручению, решение правительства закрыта. Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да? По ценам, если говорить, например, по овощам, в целом у нас цены идут разнонаправленно. У нас на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются. Сейчас самая критичная группа, конечно, это овощи и картофель. По прошлому году я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожай картофеля, на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет. То есть в 2023 году у нас был
очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда. И поэтому, конечно, поскольку очень много участников на рынке, там нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения. У нас в 2023 году очень сильно снизились цены. У нас картофелеводы продавали картофель ниже себестоимости, цена доходила до 7 рублей при себестоимости 15 рублей. Поэтому на фоне низкой цены 2023 года, цена 2024 года и вот 25, конца 2024 и начала 2025 она достаточно высокая, но тем не менее мы ожидаем, мы в этом году посадим по прогнозам на 10 тысяч больше картофеля по гектарам, чем в прошлом сезоне, и на 6,8 тысяч больше овощей. Соответственно, первые овощи и картофель ранее у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и на овощи. Мы очень надеемся на погоду, ожидаем, что урожай будет больше, чем в прошлом году. Ага, хорошо, спасибо. Сергей Евгеньевич, я так понимаю, что все, о чем договаривались сельхозпроизводители и производители топлива, все это работает, да? Уважаемый Владимир Владимирович, действительно так. Вопрос стабильного топливообеспечения сельхозпроизводителя находится на особом контроле. Мы вместе с Минсельхозом ежегодно утверждаем рекомендуемые объемы поставки топлива на март-ноябрь, на основной период полевых работ, и мониторим ситуацию. Заявки готовятся, объемы готовятся на основании заявок субъектов Российской Федерации и согласовываются с нефтяными компаниями. На 2025 год утверждены заявки 1,4 миллиона тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн автомобильного бензина. В случае увеличения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в моторном топливе Минэнерго готова согласовать дополнительные объемы поставок. Также мы совместно с ФАС России следим за ситуацией с ценами на ГСМ для сохранения справедливого ценообразования, учитывая высокую социальную значимость вопроса. В настоящее время цены на дизельное топливо находятся на нормальном уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил менее 0,5%. Топливообеспечение аграриев является приоритетной задачей для нефтяных компаний, и сельскохозяйственные товаропроизводители будут обеспечены топливом в полном объеме, и беспокойство это у нас не вызывает. Спасибо за внимание. Хорошо, ладно, спасибо. Антон Андреевич, по поводу цен на сельхозтехнику. Вот цены растут, как Оксана Николаевна сказала, а отгрузка техники на внутренний рынок в первом квартале 2025 года сократилась на 33%. Что здесь происходит? Да, уважаемый Владимир Владимирович, действительно у нас, как и в 2024 году, спрос на сельхозтехнику остается крайне низким. По моим данным, уже за 4 месяца, если брать чуть больше период, аграриями было закуплено 8260 единиц основных видов сельхозтехники. Примерный объем рынка – это 53 миллиарда рублей. Это почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. И, к сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин идет. Но, на наш взгляд, основные причины – это определенная ситуация с денежно-кредитной политикой, с снижением рентабельности отдельных предприятий АПК из-за больших урожаев в предыдущие годы, некоторые сложности с экспортом, но, тем не менее, Оксана Николаевна справедливо говорит о том, что за 3 последних года по разным типам техники у нас от 40 до 90% выросли цены на различные машины. Это обусловлено объективными причинами, в том числе, Владимир Владимирович, у нас в 2022 году прекратились поставки в страну ряда агрегатов, узлов, которые предприятия отрасли были вынуждены оперативно очень самостоятельно осваивать, ускорять реализацию своих инвестпроектов. Только Россельмаш за этот период проинвестировал при государственной поддержке, при поддержке Фонда развития промышленности порядка 47 миллиардов рублей, включая реорганизацию производства, закупку нового оборудования. И, конечно, часть этих затрат вынужденно перекладываются в цену. Тем не менее, хочу отметить, что ФАС и Минсельхоз ведут оперативный мониторинг цен на основные виды техники. И вот в последнем докладе коллег, который мы тоже всегда за ним следим, за первый квартал, отмечается, что претензий у потребителей, у покупателей, аграриев в части именно вопросов ценовых не поступало.
Оксана Николаевна сказала уже, я не буду повторяться, достаточно большое количество мер было принято, и утильсбор введен и повышен, и новая льготная программа лизинга не только у Росагролизинга теперь есть. Мы вместе с Оксаной Николаевной отработали с Виталием Леонидовичем Мутко, и Дом РФ у нас вот сейчас разворачивает новую программу лизинга, субсидированного лизинга, в том числе и сельхозтехники, и строительно-дорожной техники. Она такая большая, комплексная. Плюс к этому наша традиционная мера, постановление 1432, так называемое, 10 миллиардов рублей. Вот буквально несколько месяцев назад мы распределили, и эти средства доведены до наших предприятий. Они предоставляют на эти деньги скидки сельхозтоваропроизводителям. Владимир Владимирович, надеемся, что уже в ближайшее время, по мере разворачивания новой программы Дом РФ, мы увидим тоже такой импульс позитивный с точки зрения повышения спроса на сельхозтехнику. Наши аграрии привыкли к различным мерам поддержки, и мы стараемся придумывать, разрабатывать новые. Оксана Николаевна совершенно права, и Минпромторг здесь тоже вот идет этой дорогой. Льготный лизинг – это лучшее средство и лучшая программа. Мы будем смещать в эту сторону наши акценты. В следующем трехлетнем бюджете тоже будем это учитывать. С прямых скидок перекладываться в льготный лизинг все больше и больше. Это дает финансовый рычаг более эффективный. Безусловно, есть объективные факторы роста цен, но тем не менее ФАС должен самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит. Но посмотрим еще как-то. Мы вернемся. У нас лето, что называется, на носу, летний туристический сезон, детский отдых. Дмитрий Николаевич, как идет работа по подготовке? Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, внутренний туризм в России динамично развивается. Ежегодно растет число поездок по стране. Только за прошлый год их было более 90 миллионов. Это рост почти 8%, а до этого они росли там и 15, и 20. Цель к 2030 году достичь показателя 140 миллионов, как вы нам и поручали. Традиционно с мая по сентябрь ожидаем высокий спрос на путешествия. Подготовили к сезону, обсудили с губернаторами, депутатами, сенаторами, министерствами на правкомиссии по развитию туризма в апреле. Мы прогнозируем более 48 миллионов турпоездок, это еще плюс 8 к прошлому году. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. По сравнению с прошлым годом растет бронирование отелей больше всего в Бурятии, на 87% на Байкал едут. Нижегородская область 65% и по 50% Дагестан, Башкирия, Крым. И Алтайский край на 36% растет. На основании данных Минэкономразвития Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию сейчас нарастающей популярность мультимодальных перевозок. И буквально сегодня правительство в соответствии с вашим поручением поддержало продление нулевого НДС для гостиниц до 30 года. А в апреле председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин принял важное решение также по расширению программы льготного кредитования, когда субсидируется процентная ставка по мероприятиям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это позволит дополнительно поддержать 170 проектов гостиниц, это большие проекты. И, кстати, обязательным условием является наличие номеров для детей. И в целом до 30 года по этой программе будет введено 78 тысяч новых номеров, общая сумма проектов огромная, это 1,5 триллиона рублей. Не менее востребованная программа создания модульных гостиниц, по ней введено уже в эксплуатацию 13 тысяч номеров, в планах еще 10 тысяч, очень популярная мера, 50% там субсидируется стоимость, и окупается буквально за один сезон. По въездному туризму в этом году также ожидаем рост турпотока из-за рубежа. Предварительно на 15% видим будет рост больше, чем в прошлом году. За первый квартал в России уже въехало порядка 900 тысяч иностранцев, и треть из них, что важно, въехали по механизму электронной визы или группового безвиза. Владимир Владимирович, по ситуации в Анапе, несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится.
Правительством приняты меры по поддержке бизнеса. Это больше 1200 организаций Анапы и Темрюкского района. И ключевым здесь является отсрочка по уплате страховых, налоговых платежей. Также корпорация МСП оказывает помощь по реструктуризации кредитов и получению льготных микрозаймов. Вместе с тем в этих районах на лето готовится большая событийная программа. Это гастрономические, спортивные фестивали, посещение виноделин, там их много очень. В общем, есть чем заняться. А санатории и отели со своими бассейнами также будут работать и ждут отдыхающих. И в других районах страны для туристов готовятся мероприятия. Так, в год защитника Отечества у нас на отдельном контроле представлены более 140 туристических маршрутов по местам воинской славы. Вся информация об этих событиях, маршрутах у нас на национальном портале путешествуем.рф. Владимир Владимирович, отдельно остановлюсь на вопросах организации детского летнего отдыха. Мы постоянно обсуждаем это с депутатами. Вячеслав Викторович лично этим вопросом постоянно занимается, с сенаторами, главами субъектов, профильными ведомствами. Первое. По вашему поручению особое внимание уделяется обеспечению безопасности детского отдыха. Правительство провело селектор со всеми регионами, были даны соответствующие поручения. В конце апреля уже проведены были всероссийские антитеррористические учения при участии профильных ведомств. Второе – это инфраструктура. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть, укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это на 200 примерно тысяч больше, чем в прошлом году. Особое внимание мы уделяем отдыху детей, участников СВО. Это порядка 175 тысяч ребят. Сегодня одна из ключевых это застарелых проблем. Это, конечно, устаревшая, недостаточная инфраструктура. Мы сейчас проводим ревизию, вопрос на совместном контроле правительства России и Госдумы. По инициативе Валентины Ивановны Матвиенко и, конечно, при вашей поддержке ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен с этого года на 3 миллиарда рублей. Это позволит создать дополнительно более 3000 новых мест каждый год. А всего из бюджета всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 миллиардов рублей. Это сумма ежегодная. Третье. Воспитательная работа, она основана на сохранении и укреплении наших традиционных духовных нравственных ценностей, которые в вашем 809 указе описаны. И согласно другому указу о 80-летие Великой Победы у нас пройдут во всех детских лагерях и центрах тематические мероприятия. Важная дата в этом году у нас столетний юбилей отмечает Международный детский центр «Артек». В праздничные смены туда приедут самые активные и талантливые ребята из 89 регионов и из 32 стран. Также по вашему поручению в городе Бердянск Запорожской области открыт филиал Артека, называется «Красная гвоздика». Я в конце апреля в командировке был, там посетил лично с главой, проверили готовность к летнему сезону. И в этом году он примет 1500 ребят не только из Запорожской области, но и из Луганской, Донецкой народных республик и также Херсонской области. Также будет обеспечен отдых детей из приграничных районов. Это порядка 34 тысяч ребят из Курской области и 65 тысяч из Белгородской области. Дополнительно на эти цели решением председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина буквально сегодня на заседании правительства было выделено еще 1 миллиард рублей. На особом контроле также отдых состоящих на профилактическом учете детей. Так, Движение Первых реализует новую воспитательную программу для таких подростков. Уважаемый Владимир Владимирович, вопросы организации детского отдыха держим на постоянном контроле. В заключение хочу отметить, что с 10 по 15 июня на ВДНХ пройдет 5-й юбилейный международный форум «Путешествую». Росконгресс его традиционно организует.
Там будут представлены главные достижения туристической сферы, весь потенциал наших регионов и районы. Также заявлена делегация из более 30 стран со всего мира. Спасибо большое, доклад окончен. Дмитрий Николаевич, к вам хочу обратиться и ко всем коллегам из других ведомств. По линии работы каждого нужно обратить особое внимание, конечно, на безопасность детского отдыха. Ну, то есть на безопасность вообще, а детского отдыха в первую очередь. Мы видим, что сейчас происходит и с пожарами, и символично там на Востоке, да, детский центр отдыха, огонек вот сгорел. Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание. У нас и идет сейчас подготовка к проведению основного этапа ЕГЭ. С 23 марта, да, уже с завтрашнего дня стартует итоговая аттестация школьников. Как идет работа, Сергей Сергеевич? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в целом учебный год завершается, и он был насыщенным, содержательным, с важными инновациями. В этом году учебным мы вернули уроки труда и изучения черчения в школе. Ввели предметы основы безопасности и защиты Родины, включающие начальную военную подготовку. И уже прошла в штатном режиме, без сбоев, досрочная сдача экзаменов, и с завтрашнего дня, как вы сказали, Владимир Владимирович, стартует основная экзаменационная кампания. Мы провели соответствующую организационную и техническую подготовку. Все мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме, и в целом система готова к проведению экзаменов. В текущем году в 9 классах экзамены сдают 1 660 000 детей, а в 11 714 000 выпускников, то есть на 15 000 больше, чем в прошлом году. Наша задача обеспечить удобные, комфортные условия для всех в каждом пункте проведения экзаменов, а их будет развернуто порядка 60 000 по всей стране и 85 пунктов в зарубежных странах. Инфраструктура соответствует всем требованиям, позволяет провести экзамены строго по графику, академически, честно и объективно. В проведении ЕГЭ будет задействовано свыше 300 000 специалистов, а также 6 000 медицинских работников. Приоритет – безопасность. Мы, Владимир Владимирович, в апреле с участием МЧС, МВД, Росгвардии, Рособорнадзора и НАКО провели всероссийское учение. Общественный порядок в ходе всей экзаменационной кампании, как нам и поручали, будет обеспечиваться Рособорнадзором совместно с МВД. Кроме того, выпускники и их родители всегда могут обратиться за психологической помощью, соответственно, работает бесплатная линия психологической поддержки. Уважаемый Владимир Владимирович, с каждым годом серьезно совершенствуем содержательную часть экзаменов. Добавленное задание на применение предметных знаний, на рассуждение, аргументацию, логику. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня ЕГЭ – это не тест с выбором ответов. Это экзамен, который дает возможность именно комплексной, всесторонней и взвешенной оценки. И позволяет ребятам, особенно из глубинки, не выезжая сдавать экзамены и направлять документы в вузы нашей страны. Благодаря реализации национального проекта образования, оснащению школ современным оборудованием, созданию кванториумов и новой среды, мы видим стабильный интерес к предметам естественно-научного цикла. Их все чаще выбирают на экзамене. Например, физику на ЕГЭ в этом году будут сдавать на 26 000 детей больше. Рост 28%. Химию на 17 000 больше. Рост 20%. Третьей по популярности стала биология. Больше на 24 000 выпускников. Рост 20%. В целом ожидаем, что количество детей, выбравших математические и естественно-научные предметы, превысит 34% от общего количества. Контрольный показатель из комплексного плана правительства 32% будет перевыполнен. Мы этот вопрос, Владимир Владимирович, вы обсуждали на Совете по науке и образованию, ставили такие задачи. Наблюдаем положительную динамику и в результатах ЕГЭ. С 2020 года по математике, физике, химии, биологии растет не только средний балл, но и доля высокобальников, то есть набравших более 80 баллов. Так, например, по физике с 8,5% до 15,5%. И, что важно, снижается доля не преодолевших минимальный порог. Так, например,
по математике с 7% до всего 1,5% по прошлому году. Поощрением для лучших служат золотые, а также серебряные медали, которые в прошлом году вернулись в наши школы. Что касается возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, о чем вы, Владимир Владимирович, говорили на послании, такое право ребятам предоставлено, и оно востребовано. В этом году дни пересдачи 3 и 4 июля. Время для подачи документов в ВУЗ будет достаточно. Напомню, это 25 июля, предельный срок подачи документов. Уважаемый Владимир Владимирович, особое внимание мы, конечно же, уделяем воссоединенным регионам. Продолжается планомерная интеграция в нашу единую суверенную систему образования. Учитываем ситуацию на местах, идем навстречу коллегам. В этом году для отдельных категорий обучающихся государственная итоговая аттестация может проходить в форме промежуточной аттестации. И говоря об экзаменах, не могу не сказать об олимпиадном движении. За 5 лет число участников Всероссийской Олимпиады школьников возросло на 1 миллион обучающихся и составляет уже 7 миллионов. При этом наибольшее количество в текущем году как раз по естественно-научным предметам химии, физики, математики. Международным признанием качества нашего образования стало выступление наших ребят на международных олимпиадах. Это очень важно. Благодаря их таланту, вкладу педагогов и наставников, Россия стабильно входит в тройку стран, сильнейших стран мира по результатам международных олимпиадов по естественным предметам. Так, в 2025 году наши сборные уже приняли участие в 6 международных интеллектуальных состязаниях, завоевав 37 медалей, включая 26 золотых. Ожидается, что результаты превзойдут прошлый год. К примеру, в Бразилии на Менделеевской олимпиаде по химии мы взяли 10 из 10 медалей высшей пробы. Абсолютные лидеры зачета. На международной олимпиаде по биологии в Сириусе все 6 участников завоевали золотые медали. В Саудовской Аравии на олимпиаде по физике было завоевано 3 золотых и 4 серебряных медали. Мы гордимся каждым медалистом. И, кстати, победители представляют не только столицу, но и Санкт-Петербург, Московскую, Челябинскую области, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край и другие регионы. Уважаемые коллеги, по итогам экзаменационной кампании у нас начинается приемная кампания в колледже. И здесь, Владимир Владимирович, хочу сказать, что у нас престиж среднего профессионального образования растет. В прошлом году его выбрали 62,5% 9 классов, и сейчас будет не меньше. И поставленная вами задача по подготовке для ключевых отраслей экономики не менее 1 миллиона рабочих кадров до 2028 года будет однозначно выполнена и даже с превышением на 300 тысяч специалистов. Программа «Профессионалитет» дает очевидные результаты. Большую роль играют и чемпионаты профессионального мастерства. Буквально через 3 дня стартует чемпионат в Нижнем Новгороде, а в конце августа мастеров рабочих профессий примет Калуга. А чуть раньше, с 25 по 29 июля в Казани, по вашему, Владимир Владимирович, поручению, проведем первый чемпионат среди ветеранов специальной военной операции. В их числе наши герои, которые получили ранения, защищая Родину. Традиционно в сентябре состоится чемпионат высоких технологий, а в конце ноября, начале декабря в Санкт-Петербурге подведем итоги чемпионата профессионала. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу передать вам и просьбу, и приглашение по возможности посетить наши чемпионаты. Такое внимание очень важно для их участников. И в завершение, конечно, мы, то, о чем вы сказали в начале, активно включимся в программу по восстановлению приграничных территорий. Буду держать этот вопрос на личном контроле. Спасибо большое. Согласен с вами, Сергей Сергеевич, в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет. Спасибо. Да, кстати, я смотрю, у меня здесь альбом лежит «Развитие автотуризма в России». Это, Максим Геннадьевич, вы сюда направили, да? Да, Владимир Ильич, по вашему поручению мы... Разрешите несколько слов сказать? Да, пожалуйста, конечно. Дело в том, что мы по вашему поручению очень плотно занимаемся темой автотуризма, потому что у нас с учетом ограничений по авиации и по росту пассажиропотока на железной дороге
существенный прирост именно в туризме придется на автомобильные поездки. Поэтому мы с прошлого года этим активно занимаемся, и если у нас прошлым летом на национальном туристическом портале было размещено только 35 автомобильных турмаршрутов, то сейчас уже 82 турмаршрута и еще 117 у нас с регионами в проработке. При этом все эти 82 маршрута, а это 27 тысяч километров, вся информация верифицирована регионами, то есть подтверждено, что все, что нанесено на карту, работает и доступно для показа. Музеи, театры, парки, есть где остановиться, заправить машину, купить продукты в дорогу, переодеть детей. Где эти маршруты? Мы определили приоритетные направления, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения, и по которым чаще всего уже ездят туристы. Здесь расположена треть от всех турмаршрутов. Это дороги от Москвы на юг, до Краснодара и Новороссийска, на север, до Архангельска, до Санкт-Петербурга и до Казани. Много маршрутов открыто на Урале, в Башкирии и Поволжье. Какая работа сейчас ведется на маршрутах, практическая, что называется. Главное, это безопасность маршрутов. С Минтрансом мы определили 3000 участков дорог в ненормативном состоянии. Из них 1700 километров уже включены в планы ремонтных работ. А с регионами и Минтрансом теперь приоритизируем мероприятия по оставшимся дорогам с тем, чтобы все дороги у нас эти были в нормативном состоянии. Сейчас на маршрутах расположено 750 объектов дорожного сервиса и 117 многофункциональных зон, где можно заправить машину, поесть, принять душ. По нашим оценкам нам требуется еще минимум 63 таких многофункциональных зоны. Треть из них сейчас строится, а по остальным с коллегами из Минтранса выбираем оптимальные для туристов локации в рамках генеральной схемы размещения многофункциональных зон. Когда площадки будут определены, вместе с регионами будем привлекать инвесторов. Также нужны гостиницы. У нас в состав турмаршрутов субъекты сейчас включили 570 отелей. Но на самом деле у нас в зоне вот этих вот дорог расположено почти 3000 отелей. Тем не менее, мы дополнительно строим средства размещения по программе льготного кредитования. Это и большие гостиницы, и модульные гостиницы. То, о чем рассказывал Дмитрий Николаевич, там по вашему поручению мы отдельно сделали приоритет именно для автотурмаршрутов. На маршрутах у нас 1200 туристических объектов показа. Это музеи, храмы, театры, парки, заповедники. Мы вместе с коллегами из Минкультуры и Минприроды по вашему поручению синхронизируем планы по ремонту и реконструкции объектов культурного наследия и по развитию туринфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. С Минцифрой и операторами связи с регионами работаем над обеспечением устойчивости связи. У нас сейчас по 4 приоритетным федеральным трассам порядка 70 километров слепых зон, то есть там, где у нас нет ни одного оператора. Коллеги обещают покрыть их связью до конца года, и к этому же времени мы сформируем план работы по оставшимся верифицированным маршрутам. Имеется в виду уже не федеральные трассы, а региональные какие-то участки, подъезды и так далее. По вашему поручению в рамках единой региональной субсидии мы выделили на поддержку автотуризма до 1 миллиарда рублей ежегодно на ближайшие 3 года. Средства идут на установку знаков навигации, создание санитарных модулей, обустройство стоянок. Здесь все программы эти утверждены, а субсидии доведены. По вашему поручению также сейчас субъекты формируют и утверждают отдельные региональные программы развития автотуризма, куда они включают все федеральные и региональные мероприятия. В 56 субъектах такие программы утверждены, по оставшимся надеемся, что регионы ускорятся, вместе с ними работаем. В заключение, Владимир Владимирович, сегодня автотуризм это уже не только поездка к морю, у нас набирают популярность новые форматы, поездки в соседние города, на выходные, отдых на природе, большие путешествия с семьей или с друзьями, заездом в несколько регионов. Люди заранее планируют, где заселиться, посетить достопримечательности, вкусно поесть, а также захватить крупные туристические события, музыкальные, гастрономические, спортивные фестивали. Все это для удобства туристов мы размещаем на едином портале путешествуем.рф. На нем работает обратная связь, там собираем комментарии, все обрабатываем. По обратной связи также с Яндексом, с другими, с крупными платформами договариваемся по обратной связи. С опорой на мнение туристов дальше будем развивать маршруты, поэтому, Владимир Ильич, то, что вот в брошюре, которая у вас на столе, это небольшая часть той информации, которая в целом доступна на сайте Путешествуем.рф, мы
стараемся активно людей информировать. Работу по развитию автотуризма продолжаем, о результатах будем регулярно докладывать. И хотелось бы поблагодарить вас за постоянную поддержку отрасли. Спасибо. Спасибо большое. Интересное, важное очень направление. Согласен. Спасибо. И у нас через месяц, уже 20 июня, стартует кампания по приему в вузы, высшие учебные заведения. Валерий Николаевич, как идет подготовка? Первое. Второе. Мы говорили и договаривались о том, что бюджетные места будем главным образом сосредотачивать в региональных высших учебных заведениях. Первое. И второй вопрос по поводу квот для участников специальной военной операции и их детей. Пожалуйста, вот на это просил бы обратить внимание. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы сказали, 20 июня во всех регионах страны, а также в филиалах российских вузов за рубежом стартует приемная кампания. Основной этап зачисления в университеты в этом году пройдет с 6 по 7 августа. И в этой связи, отвечая на ваши вопросы, хочу обратить внимание на несколько важных моментов. Ну, первое. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы сохраняем высокую доступность высшего образования. Для приема в текущем году установлено более 619 тысяч бюджетных мест. Возможность поступить в вуз на бюджетное место сегодня имеет большинство выпускников 11 классов, конечно, на конкурсной основе. А здесь же отмечу, что основная часть финансируемых государством мест, более 73%, распределена среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны. Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность в национальных проектах технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Ну, достаточно сказать, что почти 43% это специальности, связанные с инженерным делом, современными технологиями. 246 тысяч бюджетных мест. Лидируют в общем приеме информатика, машиностроение и строительство. А среди направлений с наибольшим приростом к прошлому году химические технологии, авиационная и ракетная космическая техника, компьютерные и информационные науки. Вместе с тем, в соответствии с прогнозом кадровой потребности, остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям. Например, количество мест по клинической медицине, а это основная программа подготовки врачей, выросла по сравнению с прошлым годом и составляет около 30 тысяч мест. Второе, уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением у нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей. Напомню, в прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тысяч участников СВО и их детей. Для их приема в вузы в этом 2025 году определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тысяч мест. Мы с большим запасом определяем. Еще 2000 мест зарезервировано для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов. Ну и каждая ситуация с зачислением участников СВО и членов их семей является таким предметом особого внимания со стороны ректоров. Даже в тех случаях, когда у нас по каким-то причинам, допустим, недостаточно квоты, мы всегда находим такие решения, за счет средств вуза зачисляем, либо перераспределяем. Также хотел бы отметить, что в правилах приема 2025 года учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. Выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вуза в форме единого собеседования, в том числе дистанционно. Уважаемый Владимир Владимирович, в феврале на заседании Совета по науке и образованию мы обсуждали вопросы качества образования применительно к подготовке инженеров. Там мы предложили ряд мер, которые направлены на решение этой задачи. В том числе регулирование платного приема, изменение механизма образовательного кредита, ну и многое другое. Спасибо вам за поддержку. Сегодня хотел бы кратко доложить о реализации этих поручений. Во-первых, мы проработали вопрос о регулировании платного приема в вузы с депутатами и сенаторами. Буквально на днях Государственная Дума приняла, Совет Федерации одобрил изменения в законе об образовании, которые наделяют правительство
полномочиями в этой части. Изменения позволят нацелить платный прием на задачи государства, не снизив при этом доступность высшего образования. Второй важный момент. Такой востребованный и важный инструмент, как льготный кредит, льготный образовательный кредит, мы также скорректируем с учетом новых вызовов. В частности, уже с этого года он будет предоставляться абитуриентам, поступающим на приоритетные специальности. К числу таковых, в первую очередь, мы относим инженерно-технические, медицинские и педагогические. Хотел бы несколько слов сказать о целевом приеме. В соответствии с требованиями рынка труда и запросами работодателей мы сформировали квоту целевого приема. Она составила в целом, если посмотреть, более 23% от всех бюджетных мест, 145 тысяч. До 10 июня на единой платформе «Работа в России» работодатели разместят свои предложения по целевому обучению кадров. Эта работа уже идет. С 20 июня абитуриенты смогут выбрать наиболее привлекательные направления и подать на них заявление, заранее зная, кем и где будут работать и какую заработную плату будут получать после выпуска. В свою очередь, работодатели за счет конкурсного принципа отбора получат наиболее подготовленных и мотивированных специалистов. Тем более, что при проведении целевого приема в интересах конкретного заказчика мы будем учитывать результаты участия абитуриентов в профориентационных мероприятиях, проводимых этим заказчиком. Ну и, наконец, важно, что сервис интегрирован с нашей системой «Поступи в ВУЗ онлайн». Это упростит абитуриентам взаимодействие с работодателями и приемными комиссиями вузов. В дополнение хочу сказать, что суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн» каждым годом пользуется все большей популярностью. И в этом году мы его расширили за счет того, что через него будет осуществляться прием в магистратуру и аспирантуру. Ну и плюс вузы в Соединенных регионах также в этом году полноценно будут использовать этот сервис. И, наконец, последнее, пятое. Позитивным фактом является рост привлекательности российского образования для студентов из-за рубежа. Квота правительства для них составляет беспрецедентные 30 тысяч мест. К нам поступают из 180 стран мира. И впервые в эту приемную кампанию, отвечая на запросы наших коллег, наших партнеров из разных стран, дополнительно к квотам правительства мы используем новый механизм – грантовая поддержка студентов из-за рубежа. В основе лежит конкурсный отбор наиболее талантливых и мотивированных абитуриентов. 2000 победителей конкурса будет не только оплачиваться обучение, но и стипендия, покрываться расходы на проезд и проживание, медицинскую страховку. Этот инструмент также поможет достижению поставленной вами цели не менее 500 тысяч зарубежных студентов в российских вузах к 2030 году. Уважаемый Владимир Владимирович, вузы готовы к приемной кампании. Система в 2005 году обеспечит широкий доступ граждан к получению высшего образования. Одновременно она еще больше сфокусирована на приоритетных задачах кадрового обеспечения развития нашей страны и росте ее международного влияния. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо. Мы начали сегодня с ситуации в приграничных регионах, и я прошу правительство подготовить соответствующую программу. Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Вот там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают. Я прошу руководителей регионов вместе с правительством и администрацией принять участие в этой работе подготовки этой программы. У нас сегодня принимают участие в нашем сегодняшнем заседании руководители регионов: Хенштейн Александр Евсеевич из Курска, Гладков Вячеслав Владимирович из Белгорода и Богомаз Александр Васильевич из Брянской области. Если у коллег есть что-то, что сказать сейчас, пожалуйста, но просто исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы, о которой я сказал, в рабочем порядке. Но если есть необходимость что-то сейчас сказать, пожалуйста, прошу вас. Разрешите, Владимир Владимирович, Гладков Вячеслав Владимирович, Белгородская область. Пожалуйста. Владимир Владимирович, спасибо большое за решение по комплексной программе. Мы готовы дать свои предложения. Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач.
которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение 4 населенных пунктов, которые Красноружского района, которые пострадали последние 2,5 месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район. 3 населенных пункта, они практически перестали существовать, и 1 населенный пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья. Второе направление – это 2,3 миллиарда рублей на восстановление ущерба предприятиям, как промышленным предприятиям, так и сельскохозяйственным предприятиям пострадавших районов. В соответствии с законодательством вся оценка произведена, мы сдали документы, правительство, надеемся на поддержку. Следующий вопрос – это 1,1 миллиарда рублей на частичную компенсацию аренды жилья для жителей. Данная мера поддержки есть в Курской области, в Белгородской области у нас ее нет. Я прошу вас принять решение, потому что это 1,1 миллиарда рублей уже понесенные затраты в связи с тем, что сейчас налоговая инспекция показывает нам сокращение дохода налога на прибыль от плановых показателей в 2025 году на 11 миллиардов рублей. Нам уже достаточно тяжело сейчас нести эти затраты, поэтому надеемся на поддержку. И 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсно-снабжающих и организации жилищно-коммунального хозяйства приграничья. Тоже мера поддержки работает в Курской области. До сегодняшнего дня пока в Белгородской области нет. Сокращение доходной части ресурсно-снабжающих предприятий очень сильно влияет на их экономическую стабильность. Мы компенсировать пока не в состоянии. По всем остальным вопросам мы подготовим свои предложения, направим правительство в комплексную программу. Спасибо. Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы сейчас только что говорили. И соответствующим образом представить потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора. Так, пожалуйста, Александр Васильевич, есть что сказать? Магомас. Да, Владимир Ильич, добрый день. Во-первых, огромное спасибо за то, что вы так оперативно реагируете. Всего сутки прошли с момента вашего отъезда из Курской области, и проблемы, поднимаемые перед вами людьми, уже находят свою реализацию. Кратко скажу лишь о том, что с Минэкономразвития ранее, в соответствии с вашим поручением, мы начали работу. Нами уже подготовлен перечень тех объектов, который, по нашему мнению, подлежит и восстановлению. И этот перечень на сегодняшний день в подавляющем большинстве находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти. Уверен, что поставленные вами задачи совместно со всеми заинтересованными ведомствами и коллегами будут выполнены. Большое вам спасибо. Хорошо, спасибо. Александр Васильевич. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо за принятие, что будет работать у нас программа комплексного развития приграничных территорий. Таких именно злободневных, горящих вопросов нет. Хорошо. Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте те вопросы, о которых мы говорили. Хорошо. Спасибо. Да. Давайте перейдем к вопросу о поддержке инвестпроектов в промышленности. Пожалуйста, слово Алиханову Антону Андреевичу.